Представители знака зодиака Стрелец. Стрельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп на неделю с 16 по 22 октября. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Конечно, будем реалистами, не устаю повторять это. Любой прогноз носит общий информационный характер, не расскажет о жизни каждого из нас в отдельности. Но я так надеюсь, что мы с вами проведем приятное время, и чем-то все равно карты и будут вам полезны. Или, может быть, вы дело, которое вы планируете, сможете просчитать на пару шагов вперед. И у нас сегодня новая колода, называется «Таро Истока». Давайте узнаем. Хочу сказать, что эта неделя как раз у нас соответствует коридору затмений. 14 октября солнечное затмение в знаке зодиака Весы. И 28-го, через 2 недели, очень короткий коридор этих затмений. Между ними, точнее, расстояние, будет лунное затмение в знаке зодиака Телец. И как раз область отношений и финансов. Потому что и тот, и другой знак – это у нас правящая планета Венера. Вот как раз по ней могут быть взаимоотношения, как и в социуме, как и личная жизнь, так и каким образом мы зарабатываем, или откуда к нам приходят финансы. Кому более интересно, вы можете перейти, и я оставлю ссылку в инфобоксе в описании под видео. Вы можете посмотреть для своего знака солнечного зодиака видео, а можете перейти в плейлист, посмотреть по асценденту или даже по луне. Никогда не знаешь, что тебе больше подскажет. Ну, давайте идем дальше. И первая карта у нас будет «Что важно знать» или «Важное событие на неделе». Может быть, какая-то сфера жизни, которой придется больше уделять внимания. Неожиданное событие. Неожиданности сами по себе. Чему сейчас не время или что может нам помешать? А что будет помогать? Достанем карту «Что скрыто». Может, и специально что-то скрывают, а может быть, и мы чему-то не придаем значения, внимания. Посмотрим, узнаем. Дела, работа, бизнес по основным сферам жизни. Посмотрим энергии. Денежная энергия, как будет складываться, стрельцы, для вас. И что в личной жизни. Подведем итог и достанем карту совет. Итак, что важно знать или каково важное событие? Тут действительно старший аркан. Колесница, посмотрите, у нас возничий управляет повозкой из 2 лошадей. И причем каждая лошадь в свою сторону пытается бежать. Вообще, по преданию, когда прорисовывалась эта карта, возничий управляет не вожжами, а силой мысли. Поэтому как-то мы должны заставить вот эту двойку бежать очень ровно и слаженно, и именно в том направлении, в котором нам нужно. По этой карте нам говорят, прошлое уходит от тебя. Вот какие-то события, если какой-то итог как будто или обстоятельства складываются таким образом, что мы должны вывод какой-то сделать или для себя как черту какую-то подвести, ну, значит, это действительно какой-то гештальт мы закрываем, и прощание с прошлым. По этой карте мы уже с оптимизмом должны смотреть в будущее, потому что как будто прошлый шаблон, стереотип, может у кого-то по работе, может быть это где-то и по отношениям, или вообще какая-то прошлая история, она уже не имеет значения. У нас теперь совершенно новый путь. И это карта перемен, безусловно, но еще эта карта может быть переезда для тех, особенно кто планирует как таковой переезд. По этой карте могут быть в течение недели какие-то изменения, которых мы не ждем. По этой карте врываются буквально иногда какие-то переменные в нашу жизнь. Может быть, это будет связано всего-то с какой-то новостью. И нам придется на что-то отреагировать и отправиться куда-то, чтобы на местности, на другой, решить тот или иной вопрос. Ну, вообще у нас изображен герой-победитель. Где-то, может быть, мы и окажемся в ситуации, которая нас, на время где-то выбить из колеи может. Потому что все же, я сказала, 2 лошади, а собираются бежать в разные стороны. Это как, знаете, лево и право, или черное где-то и белое. И вот на пересечении этих противоположностей мы должны
какой-то целеустремленностью выбрать правильное направление. По этой карте проходит упорство и уверенность в собственных силах. Как будто это как, знаете, как победа практически по этой карте идет. Но она не приходит сама по себе. Мы должны через целеустремленность и равновесие достичь того, что мы себе как будто поставили. Мы должны преодолеть какие-то трудности, потому что все же карта сама по себе про перемены говорит, и то, что для нас может быть неожиданно. Поэтому нас неожиданности не должны застать врасплох. Вот где-то к этому готовит карта на неделе. Может быть, это будет одна какая-то новость для вас, мои дорогие стрельцы. Но чаще ведь это к лучшему что-то. Что-то меняется для нас. Давайте в неожиданностях посмотрим. По рыцарю жезлов самое главное не поддаться импульсу. Кстати, есть такое значение по рыцарю жезлов, когда он тоже готов к каким-то новостям, каким-то неожиданным, опять же, событиям, или, может быть, к тому, что в любой момент все может поменяться вообще. Но про импульс нам здесь говорят. Импульсы, видимо, будут. Будет желание настоять на своем. Или вы столкнетесь с таким человеком, который вам какую-то идею может преподносить как истину в последней инстанции. Тут мы не должны с чем-то определенно просчитаться. Будьте внимательны, наверное, чтобы какую-то, отчасти ошибку не совершить. Но иногда по этой карте может быть, знаете, человек, которому, с одной стороны, мы можем доверять. Вообще жезлы – это ваша энергия, она огненная. И, может быть, это вы сами себе верный союзник. Потому что по этой карте, к примеру, проходит честность также. И желание сдвинуть какое-то дело с мертвой точки. Но по этой карте, если мы говорим неожиданности, то это у нас идет импульсивность и что-то мы еще не знаем наверняка. Вот как по карте, наверное, колесница. Потому что мы можем находиться словно в эпицентре каких-то перемен. Невозможно что-то просчитать заранее. Поэтому, наверное, где-то, знаете, такому дерзкому реваншу это точно не на этой неделе. Тут нас само пространство будет к чему-то подталкивать. Поэтому, наверное, идти по ситуации будет наиболее благоразумно. Давайте мы посмотрим, чему сейчас не время. Тройка жезлов. Вообще, тройка жезлов – это карта уверенности, когда у нас все под контролем. Наверное, не думать с учетом этих карт, что мы все контролируем, потому что в любой момент могут произойти изменения какие-то. Может быть, это связано с обстоятельствами, которые вокруг вас. Может быть, это связано с людьми. Кстати, к нам может приехать какой-то человек. Мы не ожидали, а он приехал у кого-то по работе, буквально какой-то проверяющий, и такое бывает. Или будет необходимо, вы уже себе как будто распланируете все, а может быть уже распланировали. А обстоятельства, опять же, вас будут перепланировать в каком-то другом направлении. Будьте к этому попросту готовы, чтобы... Ведь тут, понимаете, когда выпадает аркан колесницы, мы на что-то должны быстро откликаться. Откликаться и в то же время вот уравновешивать вот эти какие-то противоположности. По этой карте не упустить какого-то своего шанса будет тоже важно. И не поторопиться, понимаете, но и не опоздать. Вот как-то так. Давайте, что будет помогать для вас, мои дорогие стрельцы. Королева мечей, логика, рационализм, холодная энергия. Когда мы никому ничего не обещаем. Когда мы умеем хранить секреты, как свои, так и чужие. Когда нам люди понимают, я могу ему или ей доверять. Вот в отношении вас. Когда вы человек надежный и такой, знаете, скрупулезно взвешенный. Нет места импульсу. Правда, все-таки у нас жезлы выпадают. А что нам помогает? Мечи. Хладнокровие, выдержка. Логика, умение просчитать. Умение где-то надеяться на самого себя. Не перекладывать, как будто по этой карте мы не перекладываем меру ответственности, и с другой стороны мы не надеемся, что нам кто-то придет на помощь. Как ни крути, все-таки королева мечей, лучше не скажешь, это прообраз Юдифи, пусть это в другой колоде карт, это герметическое таро, но это, наверное, таро основа основ всех
И вот такие энергии, когда Юдивь, она очень рисковала, да, если мы к библейскому сюжету историческому обратимся, она ведь очень рисковала, но вот именно благодаря тому, что она хранила молчание, никто не знал, что она собирается осуществить, и то, что она именно свои действия совершенно иррациональные, тем более для женщин, она сумела так просчитать и осуществить в одиночку, поэтому она и вышла победителем, поэтому она, наверное, в историю и попала, и в Библию. Вот вам где-то как прообраз Юдифи на неделю нужно быть, это как будто помогает. Что скрыто? Четверка чаш. Молодой человек, посмотрите, 4 кубка, стакана, скажем, да, стоят все опорожненные, и он как будто между кубов, никакой. По этой карте уход от реальности какой-то. Вот, видимо, нам нельзя выходить от реальности, уходить или думать, что какой-то вопрос решится сам по себе, или пройдет время, и потом что-то изменится. Нет, тут может измениться так, что мы словно отдадим свою судьбу на волю случая. Карта колесницы – это старший аркан. Тут надо ухватить вот этот ветер перемен и что-то для себя сделать очень важное. Или, как минимум, идти в ногу со временем. Понимаете, увидеть, в какую сторону хотя бы предпосылками начинает что-то меняться по этой карте, и также не надеяться на то, что нам кто-то придет на помощь, правда. Мы здесь себя можем, если на что-то как будто не отреагируем или не просчитаем, как та самая Юдивь, мы вот где-то можем потом в таком замкнутом круге, когда руки опускаются, можем оказаться. Поэтому вот мы можем этого не видеть. Мы можем думать, что я от чего-то откажусь, я лучше подожду, а потом, может быть, как-то это мне в плюс сложится. А нам говорят, нет, вот действовать как будто придется, но не по импульсу, а вот так вот логикой. Откликаться на что-то, как будто тоже нужно. Давайте посмотрим. Дела, работа, бизнес. Влюбленные. У вас, правда, ресурсная неделя. И вот в этой колоде это, кстати, про любовь. У кого-то может проиграться, правда, любовь на работе, почему нет? Но эта карта с учетом, наверное, как раз солнечного затмения, которое у нас в весах. И на этой неделе это будет очень активно. Вот эта сила работать на всех нас. И вопросы отношений на работе могут выйти на первый план. И вы можете со всеми договориться. И, кстати, если мы говорим в весах, да, а весы это у нас дипломаты великие. Так вот эту дипломатию нам еще и Марс в весах как будто рекомендуют использовать, чтобы быть правильно понятым, проговорить что-то, чтобы нас правильно воспринимали, наши какие-то идеи. И это не значит, что мы соглашаемся или уходим где-то за кулисы в тень. Нет, вот как будто нужно в спокойной атмосфере изложить свою точку зрения. Если вдруг прежде был какой-то, может быть, конфликт, вот от конфликта тоже не уходим. Тут лучше именно в спокойной обстановке проговорить. И кто знает, может быть, нам потом этот человек лучшим другом будет. А так, кстати, и бывает. Поэтому сам по себе диалог для нас плюс. Ну, а у кого-то вопросы личной жизни, вы, мои дорогие, будете что-то определять, может быть, в высоких инстанциях, решать, подавать документы. Кто знает. Конечно, аркан влюбленные не к страсти и романтике в первую очередь относится, он еще относится к выбору. Вот мы и будем, видимо, перед выбором стоять, либо голосу сердца прислушаться, либо голосу разума. Но вот на этой неделе, видимо, голос разума вкупе с дипломатией. И тогда радостью озарятся многие аспекты жизни. Вы точно сможете договориться. Тут мы как будто больше диалог выбираем, нежели монолог. И пусть у нас выпадает дело, работа, бизнес. Любой вопрос вам по плечу решить, оформить, согласовать. Ну, все, что вы себе задумали. Даже если что-то вокруг меняется. Тут как будто перемены могут вас как раз подталкивать. Вот какой-то важный разговор совершить или согласовать, может быть, даже документ какой-то. Финансы.
четверка жезлов. Праздник после победы. Правда, шикарно. Что влюбленные на работу, бизнес, что финансы, деньги будут определенно. И как будто праздник, значит, вы останетесь довольны деньгами. Но по этой карте может быть еще и, знаете, как деньги с двух источников. Или деньги вашего партнера, если вы в паре или вы человек семейный. Вообще у нас все под контролем. Это карта уверенности, это карта достатка, это карта якорей, когда нас все радует. Поэтому как-то вот финансы тут, гармония должна быть на неделе. Личная жизнь. Правда, что-то может закончиться, тогда вы точно знаете, что для вас это, мои дорогие стрельцы, знаете, завершение какого-то сложного периода. Очень добрая карта. Вот в этой колоде Таро истоков, и это 20-й старший аркан, карта суда. Нам изображена золотая чаша, и как будто такой горстка пепла, да, а из этого пепла уже нам показываются крылья, и карта нам говорит: как птица Феникс, вы, мои дорогие стрельцы. И поэтому есть варианты, тысяча, наверное, выйти из сложной ситуации, выйти из, может быть, двойственной ситуации, уйти от какой-то или скользкой, может быть, обстановки, или от непонятных людей, которые говорят одно, делают другое, или, может быть, и из какого-то конфликта, решить какой-то вопрос, да практически все. По этой карте нам и говорят, что наперед уже, знаете, как новая ступень, новое качество жизни. Это карта избавления от болей, от страданий и карта возрождения напрямую. И пусть у вас это на личную жизнь. У вас два старших аркана, посмотрите, выпали как на работу, так и на личную жизнь, а между ними праздник после победы. Вы по двум сферам жизни для себя можете сделать что-то очень существенное, что не только вам обрадует, а подарок или праздник какой-то создаст в вашей душе, это точно. Ну, кстати, у кого-то и подарок, почему нет, тоже может быть. Давайте карту совет. Правда, в личной жизни что-то может быть очень хорошее. Но, конечно, мы должны где-то быть возничим вот на этой колеснице судьбы. Если мы не должны закрываться, понимаете, вот о чем же нам четверка чаш говорит. Если мы обособляемся, мы все упускаем, понимаете? Тут словно рвется что-то доброе, хорошее в вашу жизнь, и мы должны встречать эти перемены. Ну пусть с чем-то мы не согласны, что-то мы планировали, не так должно развиваться, ну значит волею судьбы развивается все так, как по высшим силам или по небесной канцелярии прописано, но по королю чаш здесь как будто, посмотрите, человек, кстати, в костюме изображен, вот интересная у вас карта влюбленный выпадает. Тут можем пойти решать какой-то вопрос в инстанцию, а познакомиться с человеком, когда может быть дружба, а потом еще что-то большее, может быть у кого-то и так. Но сама по себе карта нам говорит о чем? Когда полный баланс как раз по вот этим сферам: отношения и финансы. И никакая житейская буря, никакие волны и штормы океана. Вот у нас человек, видите, как прекрасно себя чувствует. Причем так расслабленно и уверенно, и надежно. Да еще при костюме, как будто нам немножко карта говорит, что и карьеру мы можем сделать, все, что вы захотите. Умело сочетать, вот, наверное, вот эти противоположности, как эмоции, чувства и какую-то конкретику, материализм, как логику, рационализм, может быть, да, и с другой стороны какую-то реальность. Вот это все для вас совершенно новое качество жизни откроет. Или для кого-то из вас какая-то история, может быть, личная, совершенно по-новому заиграет даже в паре, я бы сказала так. Ну а для тех, кто один или одна, может быть, вы просто прочувствуете, вот как птица Феникс, желание не быть вот в этой четверке чаш, а быть в паре. И сделаете какой-то первый шаг по направлению к этому, чтобы быть счастливым. Перекладывайте на себя, мои дорогие стрельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.